Всем привет! Сегодня 30 июня. В Ейске с утра пасмурно. Иногда срывается дождик. Переменная облачность. То солнышко, то тучки. И вообще прогноз был, что вчера вечером будет дождик. Мы в это не поверили. Поехали мыть машину. Машину вымыли. Только выгоняем ее с мойки, и пошел дождь. Дождь шел весь вечер. Ну и как бы прогноз все не будет. И мы так аккуратно доехали, что машина осталась чистая. Еще не было ни луж, ничего. Главное, что пыль поприбила дождем. Дело не в этом. Мы обрадовались, что доехали чисто, все нормально. Ночью раз 10 срывался сильный дождь, налило по полбочки. Вот так вот. И сейчас уже 3 раза срывался дождик. Причем сильный такой. Это очень хорошо в плане того, что полила огород, его не надо поливать. Потому что вот еще до конца трещины на земле не закрылись. Опять пошел дождь. Вот. И надо бы полить огород. У нас пошла яблонька очень сильно в рост. Очень сильно. По весне делали обрезку, может быть, из-за этого. Груша не так. И грушу кто-то пытается есть. Люда говорит, червяк какой-то. Вот. Вот так вот. Ну, листочки не все. Обрабатывали. Без обработки здесь никак. Ну, опять ливануло. Куры у нас закрыты. А почему закрыты? Потому что у нас начинает созревать абрикос и падает. Мы его собираем. Ну, а потом какой-нибудь конфитюр сделаем. И он, главное, осыпается, пока он на ветке, он еще зеленый. Упал, спелый. Если нежный сорт, может в кашу разбиться. Ну, опять ливень. Я постою под абрикосом. Абрикосов нынче много, потому что обрабатывали. Ливень пошел опять. Ну, буквально на каждой веточке абрикосы. Не очень много, но вот он, дождик. Хотя по прогнозам дождь не передавали. От слова совсем. Ни на ночь, ни на утро. И даже сейчас в прогнозах не стоит дождь. Вот так. Ну, нам надо сейчас ехать в Моревку. Я даже не представляю, что там творится. Ой, надо быстрее. Огурчики вчера срывали. Огурчики. Ой. А сегодня их уже опять много. Помидорчики наши. Это, наверное, бычье сердце огромное. Все, пошла я под крышечку. Вот. Ливанула. Да, не, мы радуемся, все равно радуемся. Приехал Ромка. Все наши вещи вот здесь, под крышей опять. Варькино кресло стоит, она на нем спит. Вот так. Полотенце забыла убрать, а уже поздно. Еще на коммунистической выкидывали рамы, мы на всякий случай взяли. Зачем они нам, мы еще не придумали. Но такая вещь в хозяйстве всегда сгодится. Помните, как мы делали брудер для цыплят? Вот из таких же оконных рам. Ну ладно, немножко подождем, дождик закончится. Варька и то не дурак. Ночью как пошел гром, гроза же ночью была. Она заскулила в окошко. Лапами на подоконник встала, заскулила: «Пустите меня!» Ну, ее, конечно же, пустили. Первым делом, что она сделала, когда зашла? Как вы думаете? Она смачно отряхнулась. Вот так. А ветер порывами. Вот так вот. Вот как верить после этого прогнозу погоды, я не знаю. Ну и зря машину мыли. Нам ее мыли, наверное, часа полтора. Плюс в чем? Помыли внутри все, пропылесосили. Там мы все детали все протерли. Она у нас вышла как игрушка, хоть на выставку с мойки. Ну вот сейчас хотя бы она внутри чистая,
Снаружи она будет наверняка опять устосанная. Ну и покрыли воском. Стоит сия процедура 1000 рублей полностью. Круг машину вычистить и вымыть. Ну, какой силы дождик. Вау. Вон что на огороде творится. Заливает. Я успела абрикосы собрать. Я вам сейчас их покажу. Ну, то, что нападали за утро. Все лужи во дворе. Да, я дождик показываю для тех, кто любит дождь. Обычно я так говорю. Сколько мы его ждали. Все пересохло. Вся земля трещинами пошла. У Олега тут матрас висит, ободратый весь. Это старая раскладушка, он на нем загорает. Надеюсь, на него ничего не попадет. Ну, высохнет, если попадет. Вот так вот. Мощнейший ливень. Все небо закрыто тучами. А это, знаете, способ, чтобы пошел дождик, может быть, действует, потому что вчера я взяла грабельки, утром был дождик небольшой, я так это поцарапала небо грабельками, как меня учили. И вот оно, вот он результат. А может, не надо было машину мыть. Так что те, у кого засуха, небольшие облачка пошли, взяли грабли, еще что-нибудь немножко поскребли. Не переусердствуйте, чтобы не было каких-нибудь катаклизмов, природных явлений ненужных. Вот. Чуть-чуть буквально. И будет счастье. Такой напор воды, что мне кажется, надо бочку двигать. Или не надо. Ужас. Даже слышите, как по крыше, по навесу барабанит. Не-не-не-не-не. Двери держу, ее прям захлапывает ветром. Вот так. Лиза, слово, все еще у нас. Гостят, наслаждаются морем, погодой, природой. Ездят, купаются, загорают. Да, мы ждем. Мы не будем пока выдвигаться, пока дождик не пройдет. Ну, сегодня Олег будет делать плитку в ванной комнате, в моревке. Ну, а затем собирались шашлычок пожарить. Посмотрим, какая будет погода вечером. Ну, если что, покажем. Если что, не покажем. Ну, и я обещала фотки. Фотки молодости. Это будет в конце ролика. Ну и опять Еврокуб наполнит, бочки наполнит, поливать огурчики дождевой водой. Вообще все растишки дождевания делать им из душа и поливать именно дождевой водой, это они отблагодарят 100 крат. Они очень любят не сетевую воду, а именно дождевую. Поэтому у кого есть возможность, копите, покупайте емкости, ставьте под сливы. И урожай будет лучше, больше, полезней. Виноград полез на самый верх, на антенну. Ну а тут я его поподстригала маленько. Проредила гроздья, потому что сильно-сильно провис. Я боялась, что не выдержит конструкция вот этого шпалера самодельная. И он может просто провиснуть и оборваться. И
хрустнуть и придавить кого-то нет, а вот провиснуть, ну, ходить было уже тяжело, пригибались. И он сразу раз поднялся, где-то в ведро нарвала таких разнокалиберных, некрасивых кистей. И сами листья пасынки поудаляла, и он так поднялся заметно, в общем. Но все еще винограда на нем просто уйма. И главное, где была загущена, вот именно были так локально, там было идиум. Надо обязательно прореживать, тогда другие гроздочки будут наливаться лучше, больше, и он будет вообще смотреться красивее. И сам виноград будет вкуснее. Ему будет легче вызреть остальным кисточкам. Ну, у нас, правда, все еще его много. Я еще потом посмотрю, что можно будет сделать. Потому что он, если будет наливаться соком, то опять может еще сильнее провиснуть. Посмотрим. Ну вот, смотрите, в режиме почти онлайн. Дождик заканчивать не собирается. Почти полбочки уже. Ну, больше 1/3 точно. Скоро будет уже 1/2. Ты чего? Недолго музыка играла, дождик не понравился. Вот собираем в течение дня. Это я за утро насобирала абрикосики. Они падают, ну вот немножко колются, но сильно не разбиваются. И очень-очень сладкие. Таня их собирает. Ты что их сделаешь? Замораживаешь? А я косточку вынимаю. Вот пока маленько варенье же не сваришь, чищу косточку, вынимаю и замораживаю. В процессе заморозки они теряют влагу, и варенье получается густое, вкусное. Если еще добавить 20% тертых яблок, то вообще получается очень густой, хороший джем. Ну да, и подкопятся, достанем и сварим. Смотрим сегодня, что за чудо такое. Калитка не была на крючок закрыта. Я смотрю, раз, схлопала, смотрю, дверь открыта. Забежал такой пес, и Варька вместе с ним побежала. Ну ладно, ребята, Рома с Володей побежали. В общем, Варьку загнали домой. Думаю, да кто это ворота открыл? Оказывается, у Варьки очень умный ухажер. Он подбегает, встает на задние лапы. Вот так вот. Поднимает калитку, лапами на нее нажимает, ворота раскрываются. И все, и Варька свободна. Вот ведь умный пес какой, а. Вот еще один дружок пришел к Варьке. А вот тот здоровый желтый пес, такого желто-песочного цвета, он уже 3-й раз за сегодня подбегает к воротам, по ручке сверху лапами хлоп, ворота открываются. Варька выскакивает, и они бегут. Вот сейчас ворота на крючок. Да. Вон наша Рапунцель сидит. Только не в башне, а под воротами. Ну, вот и маленький пес прибежал сюда на разведку. Соседка рассказывает, собаку свою берегли, все равно не уберегли. Говорит, пес со двора, говорит, соседнего, там на баню или на пристрой, где залез, потом по крыше и к ним во двор спрыгнул. Утром, говорит, выходят, а все уже. Ворота открыли, пес через ворота убежал обратно. Вот, так что эти песы, они такие, да, Варька? Ну как так, мы и подумать не могли, что он вот так вот ворота подойдет и откроет. Или круглую ручку надо делать уже.
Раз собаки такие умные пошли. Ну вон, опять щеколда поднята. Вон я подкрадываюсь. Вон он, гражданин. Гражданин пес заглядывает. Видите, как щеколду поднял? Вот он пришел. Уж 4-й раз вот так вот. И главное, с таким стуком щеколда поднимается. Ну, покажи свою личность-то, пес. Не, Варя, я тебя не выпущу. Вон он выглядывает. Красавец. Ворота только брек, щеколда. И вон он. Если б на крючок было не закрыто, он бы опять нашу красавицу увел на улицу. Ох ты, пес. Вон он, жених. Так он здоровее Варьки, там, наверное, сантиметров на 10 выше. Вот он, мордочка смышленая, умный такой песик. Зачем ты нашу дверь открываешь, а? Зачем ты? Разве можно так вот без спроса в ворота лезть? Разве это хорошо? Это твои ворота, нет? Это твой дом. Иди, иди, тебя не звали. Вот, умный пес умеет открывать ворота. Все, давай, иди. Вот я сегодня не стала показывать, как Олег все делает. Просто вот по факту. Вот так, до самого пола. Верх выложен. И вот здесь вот. Угол еще Олег не выкладывал, он еще сыроватый, поэтому мог бы выложить, но не стал. Вот так. Ну, а мы домой. Сейчас заедем в Магнит, возьмем мясо. И я что-нибудь замариную, изображу. Не знаю, курицу возьмем, мясо, может и того возьмем. Ну вот. Большое дело сделано, много плитки выложено, ровненько, красиво. А на потолок Наталья, по-моему, хотела железный. И мы не знаем, где в Ейске его найти. Может быть, кто-то знает, где продаются вот эти вот из... Из чего, Олег, они как называются? Речный потолок алюминиевый. Алюминиевый речный потолок. Где продается в Ейске, подскажите, пожалуйста. Ну ладно, мы поехали. Поехали в Ейск. Все нас вытянули. Девчонки хлопочут у стола, а я готовлю и барбекю, и шашлык. У нас уже и на шампура мясо нанизано. И вот так вот курица, уже первая партия готовится. А почему мы сегодня делаем шашлык? Потому что у нас сегодня у нашей Лизы день рождения. И вот мы решили такой вот устроить день рождения с шашлычками. Уже шурпу сварили. И вообще красота. Ромка пятится, не хочет в кадр попадать. Ладно, я понимаю. И принимаю твое мнение. Вкусняшка получается. Поджаристая, вкусная. Шашлычок. Ну, сейчас шашлычком никого не удивить. Лето. Но в любом случае аромат божественный. Это что такое? Это бак, который мы привезли с Моревки. Ага. Такое ощущение, что там эти завелись ракушки-моллюски. Там где-то полбака накипи. Полбака накипи. Ничего себе. Вот это да. Хорошо, хорошо, что Наташа его стала менять, его выкидывать. Ничего себе. Очень хорошо, что новый купила. А то на свежий ремонт, да вот такой бак. Бяка. Сегодня у нас 30 июня, пятница, очень удачный день. Почему? Потому что у нашей Лизы сегодня день рождения. Ровно 18 лет назад Наша Лиза родилась на свет в такой вот прекрасный летний солнечный денек. Он был солнечный? Солнечный. Что мы Лизе пожелаем? Здоровья. Поцелок не купили. Да без него. Счастья, здоровья, успехов, любви. А про деньги забыла? Самое главное, много-много денег надо заработать.
Да. И сейчас мы все соберемся за столом, будем... Чествовать именинницу. Стол у нас очень такой хороший. Дай бог каждому. С днем рождения, Лиза! С днем Спасибо, рождения. девочки. Ну, на этой позитивной ноте наш ролик подходит к концу. Всем пока. А мы празднуем. Всем пока.